На время, пока шумиха о моем предыдущем приключении не уляжется, лейтенант отправил меня патрулировать границу. Из-за плачевного состояния американской экономики, единственными людьми, которые пытались попасть в Америку, были плохо замаскированные террористы из Аль-Каиды. Это сильно все упрощало. Я уже на границе с Мексикой, и что дальше? Ведь денег-то у меня нет. Ладно, сделаю вид, что я патриот и, как всегда, буду работать бесплатно. Нифига себе, какие быстрые. Вау, ты уже тут. Хотел меня оружием ближнего боя уделать. И у него почти получилось, и у этого тоже. Похоже на то, что погранец это не мое. Мне бы лучше в ракетчике. Классный выстрел, жаль, что в голову коллеги. И теперь меня, как обычно, ненавидят все. Класс, как в старые добрые времена. Ты куда? Черт. Пришлось перезагрузиться, потому что я и так проебал все, что можно было проебать, и даже чуточку больше. Судя по тому, как ломятся в Америку эти парни, они надеются на что-то большее, чем подметать остановки или работать посудомойщиком. Ну вот и все, демократия и свобода выбора опять победили. И эти парни получили то, что хотели. На самом деле они этого и хотели, просто не осознавали. Мы получили приказ исполнить необходимые им желания. Ведь наверху дядькам в костюмах всегда виднее, что хотят обычные люди. Они же ведь там все заботливые. А вот и наш последний клиент, и он добровольно-принудительно отправляется в объятия Морфея. Похоже, это был левый чувак, который просто убивал людей в Мексике. Зря я его вырубил, ведь это не в моей юрисдикции. Начали поступать сообщения о том, что Аль-Каида где-то окопалась в ответ на мою миграционную реформу. Посему получалось, будто мне нужно было освободить маленький мексиканский город в одиночку. Херово урезание бюджета. По-моему, мое начальство меня с кем-то спутало. Ты чё это тут хаваш? А ну давай на помойку питаться. Совсем оборзел, это моя добыча. Видимо, мое руководство считает, что я великий князь и должен сражаться с басурманским игом. Да, я должен делать это бесплатно, в чужой стране, да еще и в одиночку. Но так как против сценария не попрешь, мне придется убивать беззащитных террористов, которые даже врагом-то меня, похоже, не считают. Кто это там? Плачет или смеется? Из-за шума войны непонятно. О, продавец шавухи слезу пустил, но теперь на соли сэкономит. Лови! Словил? Не надо продавца шавухи трогать. Это очень нужный челик в любом городе. Толстяк, не лезь под пули! Хотя говорят, что 20 сантиметров жира способны остановить пулю. Значит, он не толстый, а бронированный. Что, все? Страх уехал? Ну тогда шавуху скрути мне. Не пойму, с кем эти ребята воюют, но точно не со мной. И как агрессивно они меня игнорируют. Мне даже приходится привлекать к себе внимание выстрелами в голову. У меня сложилось такое впечатление, что я на тренировке где-то в Матрице. И как бы все реально, но, сука, виртуально. И всем на меня насрать. А ну оставьте продавца шавухи в покое. Я здесь еще и голодным бегать не собираюсь. Так, вроде все. Осталась только парочка клоунов. Нифига какая скорость. Пораньше бы, минут на 5. В таком же темпе ты здесь объявилась. Было бы прекрасно. А ну хватит ныть и продолжай лепить мне шавуху. А не то ведь я могу и передумать тебя защищать. Опа, еще один обезьян появился. Именно в тот момент, когда пришло время получать медали. Что так на меня смотришь, а? Ты где 5 минут назад был? Эй, хватит на меня так смотреть, а не то сейчас пальчик соскользнет, и у тебя третий глаз появится. Или у тебя кто-то пончики сожрал? Так это не я. Я вон бесплатную шавуху жду. А ты иди воюй. Любитель пончиков, ты куда? А кто работу будет делать? Просто я так уже устал стрелять в абсолютно беззащитных вооруженных людей. Так, и чем мы тут занимаемся? Девочки хотят себе полоскать, а ты хочешь посмотреть и передернуть. Так, все, хватит. Нам нужно остановить нашествие мексикано-арабского ига. Ты что, хочешь, чтобы тебе межягодичной областью булочки лепили? Ты думаешь, они бегут в твою страну для того, чтобы там посудомойщиками устроиться? А потом к американской мечте рвануть? Тогда не удивляйся, когда у тебя в пончиках лобковые волосы попадаться начнут. Ты
Лейтенант был поражен моим невероятным умением защищать госграницу и пообещал мне повышение. Но для меня достаточной наградой было уже осознание того факта, что я сражался за свободу в Мексике. Меня вызвали в опытную лабораторию эволюционной косметики, где экологи освобождали всех этих зараженных лабораторных животных. И мне пришлось спасать команду Менгеле от измазанной косметикой обезьяньей справедливости. Ну что ж, пойдем спасать дебила. Такс, с чего начнем? Думаю, для начала нам нужно собрать немного нестандартных боеприпасов. Ведь использовать смертельное оружие нам нельзя, поэтому будем кидаться глиной. Ну или угощать их из шокера, по крайней мере так патронов больше. Сюда, дружок, офицер сейчас тебе кое-что покажет. Воу! Что ты себе позволяешь, стручок? Так, все, урок усвоен. При нападении обезьяны желательно закрывать рот и стиснуть зубы. А это тебе, дружок, кэшбэк за дегустацию сосисок. Не хворай. Что-то я делаю не так. Ах да, это ж ученые, в них нельзя стрелять. Забылся. Наверное, просто потому, что местные ученые от фанатиков практически ничем не отличаются. Все, мохнатка, будешь последний в нашей коллекции. Кажись, главные ворота живодерни открылись. Так, узнать, что происходит в конце коридора. Но так как я оптимист, я буду надеяться на самое худшее. Здорово, ты тут за главного. Прикинь, у меня для тебя кое-что есть. И я уверен, тебе очень понравится. Если так и дальше пойдет, можно попрощаться с карьерой копа. А что я, собственно, такого сделал? Просто намазал глиной морду глиномесу. В чем проблема? Ведь я же его не ранил. А ну пшел отсюда, а не то весь пылесос схаваешь. Я понятия не имел, что эти кретины собирались делать с этим гребаным носорогом, но с размышлением мне не платили. Один из ученых с помощью радиоуправляемой обезьяны пытался обмануть обезумевшего носорога и заставить его вышибить себе мозги. План вроде был ничего. Пока его не сожрала кошка. И эстафетная палочка перешла ко мне. Ладно, надеюсь, меня кошка не сожрет. Мать вашу, вы хоть знаете, сколько я за нее заплатил? К тому времени, когда я освоил управление этой обезьяной, она вдруг внезапно кончилась. Ержан, заеб... Вставай, на работу пора. Wi-Fi Ержана отключился, и я остался один на один с этим носорогом. Но фраер танцевал недолго и застрял своим жирным телом в текстурах, тем самым предоставив мне более обширную свободу действий. И выбора, конечно. А потом он снова застрял и из-за расстройства от того, что с ним произошло ранее, убился сам. Носорог был повержен, но никакая сила на земле не могла спасти их от воздействия измазанного косметикой Чампа. Чамп, малыш, эй! Боже, что эти мудаки сделали с тобой? Кстати, ведь никто не будет скучать по этой классной обезьянке, раз уж все вокруг мертвы и все такое. Привет, дружище! Спасибо за просмотр. Оставляй свой комментарий, подписывайся на канал и ставь лайк, если тебе понравилось видео. Также можешь поделиться этим видосом с друзьями, вдруг им тоже зайдет. Если ты хочешь увидеть здесь прохождение по своей любимой игре, обязательно напиши мне об этом. А это был Postal 3, у микрофона, как всегда, Дедуген, поэтому всех благ тебе и хорошего настроения. Счастливо!